Всем привет! Фикус действительно является неприхотливым растением. Он отлично адаптируется к различным условиям содержания и может расти как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Если позволяет климат или погодные условия, то можно смело выносить фикус на улицу. Ему необходимо яркое освещение, и тогда вариегатные листья смогут показать всю свою красоту. Но также фикус может переносить и небольшую полутень. Это мой фикус Теластика белис. Очень красивое растение, с большими и яркими листьями. Уже не маленькое растение и растет в один ствол. Хочу разветвить фикус, а черенок поставить на укоренение. Вот такой черенок получился. Нижние листья я удалила. Когда срез черенка подсох, я поставила его в обычную воду без добавления стимуляторов. За 3 недели ни один из листиков не испортился и не подсох, а черенок фикуса нарастил вот такой замечательный корешок. Для дальнейшего наращивания корневой системы я посажу фикус в циолит на фитильный полив. Итак, результат 2 месяца спустя. Что мы имеем? Фикус нарастил новые молоденькие листья. Растет в безземельном субстрате. Все мы прекрасно знаем, что фикус любит влажность. Его необходимо регулярно поливать, но не переувлажнять почву. В условиях выращивания в циолите фикусу не грозит переувлажнение. Циолит впитывает в себя влагу и остается рыхлым и воздухопроницаемым. А благодаря выращиванию на фитильном поливе нет необходимости следить за уровнем влажности. Хотя фикус имеет способность адаптироваться к различным условиям выращивания. Но перерывы с поливом и пересыханием обязательно отразятся на листьях. А фикус является популярным комнатным растением благодаря своим красивым листьям. На данный момент никакой необходимости для пересадки нет. В этом контейнере фикус еще может продолжать расти. Корни уже давно переросли горшок и самостоятельно добывают себе воду. Но я думаю, что такое красивое растение имеет право расти в красивом кашпо. На материнском растении проснулись 2 почки и растут молоденькие листики. Маленькие, но очень яркие и красивые. При пересадке использую все тот же циолит, в котором рос черенок. По-моему, это огромный плюс. Когда один и тот же субстрат можно использовать просто бесконечное количество раз. Циолит не портится и не комкуется. Никакие мошки в нем не заводятся. Единственное, что не забываем, это профилактические обработки непосредственно растениям. Фикус может быть подвержен различным вредителям и болезням, поэтому регулярный осмотр и обработка могут быть необходимыми. Важно регулярно осматривать растения на наличие вредителей, таких как, например, паутинный клещ, и при необходимости принимать меры по борьбе с ними. Еще важно не забывать, что если вы хотите выращивать фикус в доме, рекомендуется выбирать те, которые не достигают больших размеров, чтобы управлять его ростом и ухаживать за ним было легче. Или, как в моем случае, необходимо будет регулярно обрезать фикус. И не только для того, чтобы сделать растение пышнее или придать ему какую-то особую форму, но и для того, чтобы сдерживать фикус в росте. Но в целом фикус – это отличный выбор для тех, кто ищет неприхотливые и легко растущие растения.
Никаких особых усилий не потребовалось, чтобы укоренить и вырастить такой красивый фикус. И есть еще неплохой способ увеличить и разнообразить свою коллекцию. Это купить растение. Это фикус шривериана. Каждый листик – это шедевр, очень красивый. Даже несмотря на то, что при транспортировке очень многие листья пострадали и поломаны. Сорт очень красивый, и выращивать эти фикусы буду тоже в циолите. Всем пока! До новых встреч, и пусть растения вас только радуют.